Леопард украл маленького львенка и забрался на дерево. То, что произошло дальше, разобьет вам сердце. С первыми дождями сезона безжизненные просторы долины Мара ожили. Небо, словно расколотое молнией, пролилось ливнем, который превратил пересохшее русло реки в ревущую бурю воды и грязи. Лужи быстро соединялись, образуя стремительные потоки, что несли вырванные с корнем кусты, ветви и обломки древних деревьев. Ветер гнал волны по саванне, и даже самые высокие травы стелились к земле, как будто пытаясь укрыться. В расщелине между двумя красными скалами пряталась молодая леопард по имени Ная. Лишь несколько дней назад она родила крошечного детеныша, и с тех пор весь ее мир сосредоточился на этом маленьком, трепещущем комочке жизни. В эту ночь она прижимала малыша к себе, вылизывала его мокрую шерсть, стараясь согреть и защитить от нарастающего холода. Она не заметила, как вода подступила к их пещере, пока холодное дыхание наводнения не ворвалось внутрь со страшным грохотом. В мгновение ока поток сорвался в расщелину, разметав сухие листья, залив пол каменистой пещеры мутной жижей. Ная попыталась поднять детеныша в зубах, чтобы затащить на дерево за входом, но волна ударила с такой силой, что вырвала его из пасти и понесла в клокочущую бездну. Она бросилась следом, не чувствуя боли от ударов веток и камней, крича так, как никогда не кричала прежде, но все, что видела вокруг — клубящаяся грязь и водовороты, скрывшие ее дитя. 3 дня не прекращались дожди. Когда вода наконец ушла, земля осталась изрезана новыми руслами и завалена обломками. Изможденная, промокшая до костей, Ная обыскивала берег, пока не нашла по запаху маленькое тельце под вывороченными корнями старой акации. Она не издала ни звука, лишь легла рядом, обвив мертвого детеныша лапами, как если бы могла вернуть тепло своим телом. Слезы катились по ее морде и впитывались в ее пятнистый мех, смешиваясь с грязью и дождем. Она оставалась так долго, что ночь дважды сменяла день. Ветер пел над равниной свою печальную песню, а где-то вдалеке перекликались гиены. Когда наступил 3-й рассвет, Ная поднялась и, тяжело ступая, пошла прочь от размытых берегов. Она шла без цели. Ее золотистые глаза стали тусклыми и полными бесконечной тоски. Она больше не охотилась, лишь медленно бродила по саванне, где каждый шорох напоминал ей о потерянном малыше. Но однажды, ближе к закату, когда розовый свет солнца заливал выжженную траву, Ная услышала хриплый рев львов, доносившийся из низины. Она осторожно подобралась ближе и, укрывшись за кучей поваленных ветвей, увидела прайд, рвущий тушу огромного буйвола. Мясо рвалось с хрустом, кровь стекала по их мордам, но никто из львов не заметил тонкий жалобный писк, доносившийся с другой стороны поляны. Ная напрягла слух и увидела крошечного львенка, свернувшегося в комок у тела мертвой львицы, которая погибла при охоте. Его шерстка была грязной и всклокоченной, глаза широко раскрытыми от страха, но никто из львов не обращал на него внимания. Они ели, не замечая его, словно он был пустым местом. Сердце Наи болезненно сжалось. Этот жалкий плач звучал так же, как последний зов ее детеныша в бушующем потоке. Она сделала шаг вперед, потом еще осторожно пробираясь к малышу, хотя все в ее инстинктах кричало об опасности. Но она не могла остановиться. Когда она достигла львенка, он прижался к земле, задрожал, но не издал ни звука, только его глаза метались от ужаса. Ная наклонилась и схватила его за шею, осторожно, как поднимала своего детеныша. Никто из прайда не заметил, как она, прижимаясь к земле, отнесла львенка прочь.
В безопасном месте под широкими ветвями дерева она положила малыша на сухую траву и начала вылизывать его покрытую грязью шорстку. Львенок тихо вскрикнул, ощутив тепло, и начал жадно тянуть молоко, которое у Наи вдруг пришло вновь, хотя она думала, что его не осталось. И с того момента львенок получил имя — Симба. С этого дня Ная стала для Симбы всем. Она обучала его охоте, научила чувствовать направление ветра, различать звуки ночи, замирать на месте при шаге хищника. Симба был сильнее обычных детенышей леопардов, но менее ловок в лазании. Он упорно старался, цепляясь большими лапами за стволы деревьев, и с каждым днем его движения становились увереннее. Он учился быстро и с азартом, и вскоре, когда они вместе загнали и поймали первого кролика, Ная разделила с ним мясо, не сводя с него гордых глаз. Проходили недели. Симба рос и креп, его рычание становилось все глубже, и его взгляд все чаще устремлялся к линии горизонта, туда, где вдалеке бродили настоящие львы. Но каждый вечер он возвращался к дереву, где Ная ждала его, и под светом полной луны они лежали бок о бок, делясь теплом, как одна семья. Но Ная знала, что день расставания близок. Однажды утром она повела Симбу дальше, чем когда-либо раньше, через колючие заросли к месту, где за дымкой жаркой равнины простиралась новая земля. Там, у подножия скал, отдыхал прайд львов. Симба зарычал низко, но Ная лишь мягко коснулась его носом, давая понять — решение за ним. Он посмотрел на нее. Его взгляд был полон вопросов и грусти. Потом медленно развернулся и пошел к прайду. Несколько взрослых львов подняли головы, обнюхали его и через несколько напряженных мгновений начали играть с ним, как с одним из них. Ная стояла на холме и смотрела долго, пока не была уверена, что его приняли. Тогда она отвернулась, скрыв слезы, и тихо растворилась среди трав. Прошло много времени. Иногда, в особенные дни, когда луна поднималась особенно ярко, к старому дереву приходил взрослый лев с сильным телом и глазами, в которых мерцали оба мира — львиного и леопардового. Он подходил к Нае, касался носом ее морды и молча ложился рядом, и в эту ночь они дышали вместе, как мать и сын, соединенные невидимой связью. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.